Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я в начале, как всегда, не причесана. И сегодня я продолжаю эпопею, как осветлять волосы без порошка. Я стала на эту скользкую дорожку не ради здоровья волос, сразу вам скажу. В принципе, меня мои волосы и от порошка вполне устраивают, видите? Без укладки, без ничего, они прекрасно лежат, просто высохли и все. А вот этот пушок, это как минимум выход из черного, и это все поправимо. Если бы я сделала укладку, никто бы не заметил, что у меня тут когда-то был выход из черного. Нет, я от порошка не отказываюсь, или вернее, я на время сейчас от него отказываюсь, потому что я делаю эксперимент, как долго я вытерплю не Total Blonde на своих волосах. Я, как всегда, на ваши вопросы отвечаю первый час после выхода нового видео. Это первое. Второе. Онлайн-консультации, книги, курсы. Ссылка в описании. Третье. Подписывайтесь на мой второй канал. В сентябре у нас начинаются вебинары. И, кстати, записывайтесь на марафон. Ссылка на марафон в описании. Итак, let's go, друзья. Прошлое видео я уже показывала его на канале. Я делала себе осветление краской Super Blonde 12 ряда на 12% оксиде, потому что мой цвет волос очень черный. Черный бумер, черный бумер. Это про мои волосы. Это черный цвет волос. И я... Сильно Total Blonde я не хочу, потому как я хочу сделать немножко волосы более такого золотистого оттенка. Для этого мне будет достаточно перейти на Super Blonde или на 10 уровень. В прошлом видео я сделала над собой эксперимент 12 рядом, 12 оксидом. Конечно, это жестоко было по отношению к моей коже головы. Волосы вообще, они прекрасно себя чувствуют от этой процедуры, а вот кожа головы, конечно, пострадала. И я решила, что в следующий раз я сделаю на 10 уровне осветления. Ку-ку, вот он. 10 уровень, концепт. На 9 оксиде, то есть не 12 оксид. И посмотрю дальше, что будет происходить с моим цветом волос. Если посмотреть после моего предыдущего осветления, какие у меня сейчас корни. Конечно, отросли мои черные, это логично. И наблюдается оранжевая полоса. Вот она сейчас бликует, я ее специально вам показываю. И эта оранжевая полоса, то, от чего я сейчас должна буду избавиться и, соответственно, осветлить немножко корни. И если сегодняшнее окрашивание мне зайдет, должна сказать, что месяц я проходила вполне себе нормально. Меня устраивает цвет, который был на корнях, я его практически не замечала. Но опять же, это внутреннее состояние, потому что я готова морально к золоту на своей голове. Поэтому спокойно, в принципе, отнеслась к довольно теплым корням. И они меня не выбешивали. Так вот. Сейчас я продолжу эту эпопею, буду бороться, во-первых, буду осветлять корни, а во-вторых, буду бороться вот с этой оранжевой полосой. И от того, как я сегодня с ней поборюсь, будет зависеть, буду ли я эту процедуру дальше продолжать. Итак, приступаем. В процессе осветления сейчас подробно все расскажу. Буду использовать два красителя фирмы Concept 10.1 и 10.8. 10.1 это пепельный против красного моего пигмента, который у меня есть в волосах очень сильный. И также 8 против оранжевого, который также есть в моих волосах. Буду их разводить один к одному на 9% оксиде. Так, 10.8. Ссылки на все материалы, которыми я сегодня буду пользоваться, оставлю в описании и в закрепленном комментарии под видео. Вообще всегда читайте мой закрепленный комментарий. 20 грамм и 10.1. Тоже 20 грамм. Перемешиваем. И развожу один к одному. То есть 40 грамм оксида. Итак, let's go, друзья. Зеркала. Повернитесь к лесу передом. Так, поехали. Что я буду сейчас делать? Я буду, в принципе, бороться с этой оранжевой полосой. Корни тоже должны
стать коричневого цвета. Да. Ну и посмотреть, в какой цвет я смогу выходить, работая только красителями. Еще раз говорю, порошок здесь ни при чем. Разговор идет не о порошке, что я там не хочу на нем работать или не хочу осветлять свои волосы порошком. Нет. Во-первых, мне самой интересен этот опыт. Во-вторых, мне сейчас не нужен Total Blonde. Я хочу быть немножко золотинкой. А это достигается путем недоосветления своего натурального пигмента. И это недоосветление, в принципе, можно добиться довольно просто. Просто красителями. Самое главное, чтобы заходить на эту полосу каждый раз. И тогда с каждым осветлением, с каждым нанесением эта полоса будет все менее и менее заметна. И вполне может быть, что именно этот цвет я и ищу. А я ищу реально золотистый цвет, ребят. Хочется мне золотистый блонд. Надоел этот уже Total Blonde. Но опять же, это я пока так говорю. Сейчас как увижу какой-нибудь некоммерческий цвет, скажу, нафиг, хочу опять блонд. Ну и к тому же вам будет наверняка интересно посмотреть на этот опыт. Потому как, ну, не все хотят Total Blonde, а блонд многие хотят. И как раз увидите, какой цвет на темных волосах можно добиться, используя только красители. Что касается спецсерий, суперблондов, вот сколько себя помню, я уже неоднократно это говорила, кожа моя не выдерживает этот натиск. Даже вот сейчас 9, и то немножко щипит на мне. Но это, конечно, не 12% оксид, и это, конечно, не 12 ряд. Это от чего зависит? От того, насколько тонкая или толстая кожа. Только от этого. Есть кожа толстая, там хоть какой оксид делай, все окей. А у меня тонкая кожа, поэтому я не переношу высокие оксиды. Самое прикольное то, что порошок я вообще не чувствую даже на 7,5%. Поэтому я на порошке все 15 лет, сколько я блондинка. И все было прекрасно, пока мне в голову не стукнули эксперименты. Тестирования всякие, бренды и так далее. Да, мои волосы постоянно подвергаются тестам. Плюс еще купание в моречке каждый день. Поэтому блонд такой, что ты творишь, хозяйка? Притормози. Но я ж не могу не купаться в моречке только из-за волос. А морская вода, знаете, это щелочь еще та. И блонд с ней вообще не коннектится. Да, вот от того, как я победю эту оранжевую полосу, будет зависеть дальнейшие мои действия. Пока что меня все устраивает. Знаете почему? Потому что на голове есть еще Total Blonde. И вот этот вот мой эксперимент, он делает сейчас эффект балаяжа. То есть корни у меня будут все время темнее, чем длина. И этот эффект мне нравится. Пока. В общем, моя задача, самая главная задача, это победить оранжевый цвет. Я не против золотого, а я против оранжевого. Вот такого грязного оранжевого оттенка. Это фон осветления, который остается после нанесения красителей на очень темные волосы. У меня практически черные волосы. И вот при таком цвете, чтобы добиться Total Blonde, это только порошок. Либо смириться с оранжевой полосой. Но не хвальбы ради, вот концептом я впервые попробовала себе сделать блонд без порошка. И из-за того, что он пигментированный бренд, краситель, который был вот даже на 12% оксиде нанесен в прошлый раз, он долгое время не смывался с моих корней. И меня эта оранжевая полоса, в принципе, не трогала. Я ее не видела. Она меня не напрягала. Это из-за того, что пигментированный бренд. 2 недели я спокойно проходила без всяких дополнительных тонирований. Через 2 недели краска уже чуть подсмылась. И я делала промежуточное тонирование на оранжевую полосу пепельным и синим, вот как сейчас я делаю.
И еще 2 недели я спокойно проходила. И уже пришло время по-любому делать осветление, потому что долго нельзя ходить и ждать, пока отрастут корни. Иначе это будет очень неравномерное окрашивание с полосами и так далее. Этого нельзя допускать. Вот, кстати, вы многие мне задаете вопросы. Я взяла краску, покрасилась и стало темнее. Ребят, вам сколько раз говорить? Тестируйте, прежде чем наносить весь состав на свои волосы. Я постоянно об этом говорю. Если вы видите, что это довольно темный для вас цвет, возьмите его, разбавьте. Концепт можно разбавлять абсолютно спокойно. Он пигментированный, можно его разбавлять даже. Вот, если написано, например, тон в тон 1 к 1, можете спокойно его разбавить 1 к 1,5 или даже 1 к 2. И вы получите шикарный цвет. То есть это тот краситель, который можно разбавлять. Что вы таким образом добьетесь? Вы разбавите интенсивность оттенка и уменьшите его щелочные характеристики. Для волос это замечательно. Хотя концепт не является супер-мега щелочным. Но тем не менее. Даже небольшое уменьшение щелочи, щелочных характеристик, очень хорошо будет сказываться на коже головы, на волосах. То есть концепт это тот бренд, с которым можно манипулировать. И из-за того, что вы его разбавляете, вы добиваетесь, во-первых, результат, который вас удовлетворит. Во-вторых, вот для мастеров, кто работает на концепте, вы экономите. А в-третьих, вы делаете этот краситель более щадящим. А если вам нужна щелочность наоборот, то вы просто берите, вот как раз отвлекусь, мне уже затылок надо мазать. Если у вас там, например, седина, и вам нужна наоборот щелочность, в таком случае стоять всем кнопкам. В таком случае берете 0.0А. Это аммиачный щелочной корректор, так и написано на нем. И разводите его со своим красителем. Щелочь это такая серьезная штука, которая, ну, скажем так, раскрывает чешуйки волос для того, чтобы краситель максимально глубже или плотнее закрасил ваши волосы. Если вам это надо, то значит вы разводите не с оксидом, а с корректором. Если вам надо разбавить его насыщенность. Я вот за это и обожаю с ним работать, потому что когда мне надо разбавить, я разбавляю насыщенность. Когда не надо разбавлять, я могу добиться очень плотных, красивых оттенков. Но самое главное, плотных. Так, ну что, буду красить себя сзади. Показываю, как сделать то же самое сзади. Вообще опыт достижения блонда, это у меня не первый опыт. И многими красителями я пыталась это сделать. И мне каждый раз не нравился остаточный цвет, который после работы красителем приходилось тонироваться сразу же после. А вот на концепте я сейчас месяц выдержала без тонирования сразу. То есть я осветлила суперблондом, и я осталась в таком же цвете еще 2 недели. Это вообще-то для меня нонсенс. Для моих волос, чтобы я вот так осталась без тонирования, потому что раньше я обязательно должна была затонировать волосы, иначе у меня оранжевая эта полоса была просто отвратительная. А в этот раз я пробую себе это делать на концепте и понимаю, что я вполне довольна цветом корней. Поэтому я продолжаю этот эксперимент. А вдруг? Когда-то давным-давно мой первый опыт блонда закончился золотом, таким довольно красивым золотом, и мне нравилось. Я ходила, наверное, несколько месяцев я походила. Потом попыталась выйти в чистый блонд, но я тогда не была парикмахером. Я даже понятия не имела, как это делается. И в чистый блонд красителем мне не удалось это сделать. А то, что после осветления можно было затонировать и получить хоть какой-то более-менее презентабельный цвет, я не знала. Интернетов тогда не было. Ев Лорман тогда не было. hr.evalorman. Ютубов тогда не было. В общем, каменный век. Поэтому я взяла и перекрасилась обратно в темный
Но очень долго вспоминала, как мне нравился золотистый оттенок. Но, честно говоря, даже не знаю, как я его получила. Это было совершенно случайно. Тоже помню, это было на 9% оксиде. Голову так слегка пекло. И сейчас на концепте мне нравятся мои корни. Я понимаю, что в принципе я вполне себе могу позволить золотой оттенок. Главное добиться именно золотого без оранжевого. Самое некрасивое — это осветление с остатками оранжевого фона осветления. Потому что он грязный. А вот золотой красивый — это красиво. Ну, в общем, ребята, эксперименты. То есть я хочу балаяж. Хочу, чтобы концы у меня были все время светлее, а корни темнее. И вот я вам показываю, сама буду экспериментировать и вам буду показывать, как можно этого добиться, используя красители. Я вот даже сейчас смотрю на свои корни и думаю, что даже этот цвет меня устраивает. А цвет, правда, очень даже неплохой. Я думаю, что вы даже в камере видите, что цвет никакой не рыжий, никакой там не отвратительный. Если перед зеркалом это делать, это, конечно, получится гораздо чище. Но вы же меня часто просите, а как себе сзади осветлить? Ну, приходится корячиться. Не, 9% оксид, 10 уровень, это вообще варенье по сравнению с тем, что было у меня на 12%. Это я прям уже понимаю. Я это чувствую. И если мне 10 уровень зайдет, я вообще буду счастлива. Ну и, конечно же, поделиться с вами этим опытом, вдруг кому-то это будет полезно. Потому что я знаю, что многие пишут, нет, порошок не могу, волосы тонкие. Порошком, если правильно пользоваться, то, в принципе, ничего плохого такого прям сверхъестественного волосам он не принесет. Просто многие передерживают составы, мастера передерживают составы, не понимают, что у порошков есть только активная, вообще у всех косметических средств есть активная фаза, которую надо использовать. Дальше нет никакого смысла держать, если цвет не меняется. Когда уже реакции нет, потухла реакция. Осветление может и будет идти на какие-то маленькие микродоли, но оно не удовлетворит результатом. А разрушение связей будет идти постоянно, пока находится химический состав на волосах. Поэтому, когда мы работаем порошком, видим, если вдруг ничего не происходит, никакого осветления не происходит, совершенно бессмысленно держать его на голове. Это будет только травма волос, и все. У меня большой опыт блонда и работа с блондинками, и отращиваем мы длиннючие волосы с ними. И я сама когда-то отращивала, у меня были волосы буквально по попу. И я следую только своим инструкциям. С волосами всегда все было хорошо, ничего не отваливалось, они прекраснейшим образом росли и растут. Если бы была у меня задача отращивать волосы, вы бы это заметили. Я бы их отращивала и ничего с ними вообще не делала, только бы наносила бы свои составы проверенные, и все было бы ок. Но на данный момент моя задача тестировать продукцию, потому что я сама занялась производством, а также тестирую присылаемую мне продукцию. И тестирую только на себе, чтобы видеть результаты. Сегодня, завтра, послезавтра. Так, ну что там? Так, ну корни, конечно, оранжевые. Это я уже вижу. А что с полосой? Сложно пока сказать, пока не смою. Но корни уже оранжевые, да. В крайнем случае, знаете, если не удовлетворит меня этот цвет, ну что нам стоит дом построить? Берем и опять порошком все осветляем. Вот знаете, когда работаешь с суперблондом, сколько раз я уже обращала на это внимание и сама пыталась людям вот тоже делать суперблонд, обращаю внимание на то, что ну беспонтово он смотрится, конечно, если это чисто суперблонд, корни и вся длина по полотну абсолютно одинакового цвета. Я вот это вообще не люблю. Алиса, засеки мне таймер на 20 минут. Так вот,
Вот такой блонд, если я буду постоянно каждый раз осветлять, и в итоге у меня длина выйдет вот в этот цвет от корней, если я буду постоянно наносить осветлитель на все отросшие полосы, ну вот эти вот, которые от корней. И если я добьюсь в итоге вот примерно такого блонда, но может быть потеплей, меня этот момент устроит, очень даже. Что там за цвет у нас? Ну, теплый. Ну, в общем-то, другого и быть не может. Никогда при осветлении краской холодный цвет мы не можем получить. Поэтому будем наблюдать за этим процессом. То есть на что я еще могу быть согласна? Через 3 недели покажусь вам, покажу, что в итоге получается, какой цвет у меня остается. И стоит ли его тонировать через 3 недели. Может быть, опять придется наносить 10 уровень. Еще хотела затронуть одну злободневную тему. Не утихают страсти по поводу того, что я такая звезда, топлю за то, чтобы тонирование делали на сухие волосы. Господи, когда я читала эти комментарии, у меня просто волосы дыбом от такой абсолютной нулевой образованности в этом деле. Когда вы наносите на мокрые волосы составы аммиачные, хоть безаммиачные. Что касается безаммиачных красителей, поспорьте еще со мной и расскажите мне вот эти байки, что там не аммиак, а что-то другое. Там тоже аммиак, только растворен в спирте, и то, что он растворен, не дает ему возможности просто улетучиваться, поэтому по факту мы чувствуем здесь запах, а в безаммиачных красителях не чувствуем запах только по этой причине. Потому что в аммиачном красителе аммиак как газ улетучивается, а в безаммиачном красителе аммиак присажен спиртом, и его молекулы просто становятся очень тяжелыми, и они не могут улетучиваться. Аммиак, смешиваясь с водой, создает термическую бомбу. Вода совсем не растворитель краски, как многие думают. Добавь водичку для того, чтобы краска стала не такой насыщенной. Для того, чтобы разбавить краску, для этого существуют специальные средства. Это аммиачные корректоры и нейтральные корректоры. Вот ими можно разбавлять красители, составы, которые вы хотите сделать менее насыщенными. Вода никогда не разбавляет краситель. Да, цвет получится не такой насыщенный, но при совмещении воды с аммиаком получается повышение температуры этого состава. Хотите вы этого или нет, но это обычная химия. Можете погуглить. Вы думаете, аммиак применяется только у нас в красителях? Аммиак применяется в огромном количестве производств промышленности. И один из самых простых примеров – это в машиностроении, когда там что-то там делают, смешивают воду с аммиаком. И для того, чтобы там реакция не разорвала нахрен всю систему, это место, где происходит спаривание аммиака с водой, обязательно делают доступ охлаждающий, для того, чтобы охладить процесс смешивания аммиака с водой. То есть это вам расскажет любой технарь, что да, такая система присутствует во многих промышленностях, во многих. То же самое происходит и на голове, только когда аммиак смешивается с водой, происходит термическая реакция, которая поражает связи волос, связи. А если будут поражены связи, волосам хана однозначно. Ну и то, нанеси ты эту смесь на влажные волосы, это же все смоется через 2 раза. Вообще не понимаю, для чего это делать. Вот просто не понимаю. Если бы меня так покрасили, что я пришла, типа, давайте меня покрасьте, и я помыла голову через 2 дня, я бы там всю эту парикмахерскую разнесла. То есть нанесение красителя на влажные волосы – это однозначно быстрое смывание этого красителя. Тогда какую цель преследуют парикмахеры? Когда я почитала комментарии, я поняла, что цель одна у многих – ускорить и упростить себе труд. То есть нам влажные волосы, конечно, краситель наносится гораздо быстрее. Нормально. Вот это логика. Трындец. Поэтому вот вам ответ на вопрос, почему после тонирования, казалось бы, в мойке у вас отваливаются волосы. Причем, если бы вы это сделали на сухую, мастера, то волосы бы не отвалились. Это первое. И второе, понимаете, логика. Риск того, что волосы могут отвалиться, если они не отвалятся, но они однозначно повредятся. И второе, краситель смоется через 2-3 шампуня. Что вы вообще преследуете?
А вот эти мастера, у которых вообще у самих никаких блондов на голове нет, очень сомнительно бы я относилась, потому что они не понимают этот весь процесс. У них никогда не было длинных белых волос, они не знают, что это такое. Да, вот сейчас клиент пришел, ты ему покрасил, вроде да, все понятно, там, ну как-то приблизительно, может быть понятно, да, соглашусь, приблизительно да. Но полностью понять, что такое блонд, может только человек, который сам блондинка и сам отпускает себе волосы блондинистые. Вот тогда можно послушать этого мастера. Короче, мои подписчики, послушайте тетю Еву. Я вам плохого не посоветую. Помимо того, что я парикмахер, первое мое образование строитель, это технарь, это человек, который думает логически. И это никуда не деть. Так, ну прошло 20 минут, пошла мыть голову, смываюсь и покажусь вам. Ну что, посмотрим на эти оранжевые корни. Давайте заценим корни на мокрую. Смотрите, какой цвет получился. Корни мои осветлились на 3 тона примерно, но при этом они не выглядят рыжими. Это холодный коричневый цвет. Ура! О, да, оранжевому цвету. Обалдеть. Да, немножко это все подсмоется через там 3-4 шампуня, и будет это все более теплого оттенка, но тем не менее. Больше всего меня волнует, знаете, какой цвет? Это вот эти волосы. То есть вот черные были, а теперь больше всего меня волнует вот эта зона. Что же с ней будет происходить? В каком цвете я буду ходить, когда это все срастет вот сюда? То есть осветление произошло и одновременно тонирование. Пока что этого сильно незаметно, но я уже вижу, что осветление есть. То есть есть еще надежда на то, чтобы вот эти зоны прикорневые, которые уже не будут обработаны порошком, становились светлее, светлее, светлее. Следующее окрашивание я зайду еще дальше, и вот эта зона будет еще светлее, и посмотрим, какой цвет у меня получится. А пока я делаю укладку. Ох, концепт. До меня дошли сведения, что вот этой пенки больше нет на сайте. Что же я буду делать без этого масла потом? Я только его полюбила. Это же прелесть моя. Сейчас буду делать свою любимую укладку на диффузор. Слушайте, я с этой укладкой 3 дня хожу. Именно на вот эту вот штучку. Утром просыпаюсь, если на голове не пойми что, быстренько намочила и опять на диффузор. И 3 дня спокойно выдерживает моя укладка. Как делать эту укладку, я уже показывала вам и говорила, что, скорее всего, это будет моя любимая укладка. Так и есть. Концепт. Даешь масло для волос, фен, диффузор. Теперь они у меня не такие пыльные. Ах, да, вы ж не увидите всю картину. Если я сейчас сделаю кучеряшки себе на голове, вы не увидите, что у меня на корнях. Поэтому будем сушиться прямым способом. Так, ну что, давайте посмотрим, что же у меня получилось. Рассмотрим мои корни. Так, ну они осветлились и затонировались. Уже хорошо. В принципе, в целом цвет нормальный. Пока что нормальный. Оранжевая, конечно, полоса, но другого и ожидать не следовало. Так и должно было быть. Самое главное, что это не горящая оранжевая полоса, а именно затонированная. Вот в чем прикол. В целом я довольна. С кожей все отлично. Продолжение кино следует. Но возникает вопрос, что же будет дальше?
когда эти корни начнут отрастать, отрастать и отрастать. Посмотрим. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии, их такое огромное количество. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.